Вы когда-нибудь это ощущали? То странное, тихое внутреннее знание, божественное эхо, которое говорит, что скоро что-то произойдет, нечто великое. То, чего еще никто не видит, и даже вы сами пока не до конца понимаете. Но вы это чувствуете. Это пробуждается в вашем духе, как едва слышный шорох грядущего шторма, еще далеко на горизонте. Вы просыпаетесь и не можете объяснить ту радость, которая вдруг наполняет вашу грудь. Вы идете по делам с пустыми руками, но с полным сердцем. Вы не знаете, почему, но вы это чувствуете. Вы вот-вот получите большое количество денег. Больше, чем вы когда-либо могли себе представить. Больше, чем когда-либо знала ваша семья. Больше, чем сейчас в состоянии вместить ваш банковский счет. И Бог говорит: никому не рассказывай. Да, дитя мое. Я говорю именно с тобой. Я, Господь, Бог твой, видел те ночи, когда ты не мог заснуть. Те дни, когда на твоем лице была улыбка, хотя в мыслях ты перебирал неоплаченные счета. Те часы, когда ты шепотом молился, боясь, что кто-то услышит твою мольбу о чуде, в которое уже никто не верит. Но я слышал. Я был там. И теперь у меня для тебя слово. Тебя ждет изобилие, превосходящее разум, но сейчас оно должно оставаться скрытым в твоем сердце, как сокровище. Поэтому не двигайся. Не отворачивайся. Не упусти этот момент. Потому что то, что я собираюсь открыть тебе в ближайшие минуты, не для всех. Это не для случайного слушателя, не для прокручивающего ленту, не для скептика. Это для призванных. Для тех, кто глубоко в сердце почувствовал перемену, едва уловимый шепот о том, что что-то грядет, даже когда вокруг ничего еще не изменилось. Ты находишься в Доме Божьем, где касаются финансов. Почему? Потому что это не дело человека, это мое дело. И когда я выбираю благословить, я делаю это сначала в тишине, в тайне. Я готовлю почву, прежде чем пролить дождь. Я измеряю объем твоего сердца, прежде чем наполнить его жатвой. Поэтому не говори раньше времени. Не показывай свои планы тем, кто не видит того, что я уже вложил в твой дух. Кто-то не поймет, кто-то позавидует, кто-то посеет сомнения, а кто-то попытается отобрать то, что принадлежит тебе. Это не паранойя, это защита. Как сказано в Матфея 6:6, а когда молишься, войди я в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, сущему в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И я говорю тебе снова, твоя награда придет. В тайне. Сначала в твоем духе, затем в реальности. Но храни ее. Дитя мое, знаешь ли ты, каково это – войти в свое чудо, когда все вокруг все еще считают твои потери? Вот куда я веду тебя. В место, где люди посмотрят на тебя и скажут: разве это не тот, у кого ничего не было? Они будут удивляться, восхищаться, пытаться понять. Но не смогут, потому что шептал я не им, а тебе. Видишь ли, не каждое зерно должно прорасти на виду. Некоторые вещи я даю тебе в тишине, чтобы ни один человек не смог сказать, что он дал их тебе. Чтобы, когда потоки миллионов хлынут, когда счет в банке изменится за одну ночь, когда долги исчезнут бесследно, когда придет неожиданный чек, когда грянет повышение, когда вырастут инвестиции, когда придет наследство, никто не сказал «это я». Люди поймут, это была рука Бога. Я спрятал тебя не случайно. Я утешал твое путешествие до сих пор не для наказания, а для подготовки. Ты думал, я медлил, но я был стратегичен. Мне нужно было научить твои уши слышать мой голос, а не их. Мне нужно было привить тебе дисциплину молчания.
Потому что там, куда ты идешь, тебе доверят секреты, богатство, влияние. И мне нужно было знать, выдержишь ли ты шепот, прежде чем дам тебе громкий звук. Поэтому не спеши говорить. Не спеши объявлять. Не опережай меня. Настанет момент, когда твое имя будут упоминать в залах, в которых ты никогда не был. Твоим проектам будут выделять финансирование без объяснений. Твои дары увидят у власть имущих. Но до тех пор храни обещание в своем сердце. Охраняй его. Лелей его. Поливай его верой и послушанием. Я готовлю финансовый потоп. Да, дитя мое, финансовый потоп. Ты не просто оплатишь свои счета, не просто выберешься из долгов, не просто выживешь, ты станешь кредитором, а не должником. Благословителем, а не попрошайкой. Я провозгласил: богатство нечестивых хранится для праведников. Притчи 13 часов 22 минуты. И я переношу это богатство к тебе. Тихо. Суверенно. Сверхъестественно. Но никому пока не рассказывай. Не говори никому, пока не даст плоды дерева. Не говори никому, пока не откроется хранилище. Не говори никому, пока не скажу сейчас. Потому что если заговоришь преждевременно, можешь пригласить вражду, который еще не готов. Можешь спровоцировать зависть, пытающуюся остановить следующий шаг. Можешь впустить сомнения в самые трещины. Я знаю, что делаю. Доверься мне. Доверься мне даже в тишине. Доверься мне, когда числа не соответствуют видению. Доверься мне, когда почтовый ящик пуст, а дух танцует. Доверься мне, когда машина все еще не заводится, но сердце твое знает, что перемена близка. Доверься мне, потому что то, что грядет, уже твое в духовном мире, только вопрос времени, когда это проявится. Так сделай глубокий вдох, возлюбленный. Ты не сошел с ума. То ощущение, что что-то великое вот-вот изменит твою жизнь, оно реально. Ты стоишь в дверях божественного изобилия. Я поставил тебя туда. Но я хочу, чтобы дверь оставалась закрытой, пока я не дам ключ. Потому что эта дверь священна. Это благословение – святыня. И не для всеобщего потребления, а для твоего завета со мной. Храни мир. Сдержи язык. И держись, потому что я, Господь, Бог твой, не человек, чтобы лгать. Я говорил о богатстве над твоей жизнью. И что я скажу, то совершу. Деньги идут. Ты прошел через огонь, возлюбленный. Ты стоял в горниле нищеты. Ты пробовал горечь пустых шкафов и запертых дверей. Ты плакал в подушке, пропитанный отчаянием, спрашивая: «Почему, Боже? Почему я всегда в нужде?» Ты умолял о помощи, пока счета росли стенами, душили мир и лишали сна. И все же ты верил. Ты держался веры. Поэтому я выбрал тебя. Я, Господь, Бог твой, не был слеп к твоим страданиям. Я не отвернулся от твоих долгов. Я не проигнорировал тяжесть твоих неоплаченных счетов, страх выселения, стыд за займы, позор притворяться, что все в порядке, когда внутри ты разрываешься. Ты думал, я молчу. Ты думал, я забыл тебя. Но я был рядом. Всегда рядом. Я собрал каждую слезу, пересчитал каждую бессонную ночь, записал каждую шепчущую молитву. Я не забыл тебя. Видишь ли, нищета не твоя. Часть. Это был твой сезон, но не наследие. Это была пустыня, но не твоя судьба. Я допустил это не чтобы разрушить тебя, а чтобы сформировать. Ведь прежде чем дать тебе деньги,
я должен сформировать твое сердце. Прежде чем открыть шлюзы изобилия, я должен убедиться, что дух твой совпадает с моим водительством. Прежде чем впустить богатство в твою жизнь, я должен разрушить все цепи страха, недостатка и сомнения, которые нищета посадила в тебе. Да, дитя, ты знаешь, каково это – избегать звонков, ожидая взыскателя на том конце. Ты знаешь, как замираешь на кассе, надеясь, что карта не откажет. Ты плакал, выбирая между едой и бензином, арендой и лекарствами. И я видел это все. Я наблюдал, как разбивалось твое сердце, и все же ты продолжал доверять. Вот почему я скоро благословлю тебя сверх понимания. Но позволь душе твоей услышать ясно, это благословение не только о деньгах. Это о преображении. Это о полном разрушении той личности, что нищета пыталась на тебя наложить. Ты не тот, кто всегда борется. Ты не бедняк, невезучий. Ты избранный мой, дитя мое, наследник мой. Я называю тебя благословенным. Я называю тебя преисполненным. Я называю тебя сосудом чудес. Когда ты шел сквозь недостаток, это было не потому, что тебя забыли, а потому, что ты был в горниле. Как золото испытывается огнем, так и твоя вера закалялась. Доверие твое углублялось. Личность твоя очищалась. Потому что, когда я благословлю тебя богатством, это не будет как от мира. Это не придет со скорбью. Это не разрушит душу твою. Это возведет тебя, исцелит и даст силы благословлять других. Вот почему я допустил нищету, чтобы тебя подготовить. Чтобы когда деньги придут, а они придут, ты не возлюбишь богатство, а того, кто его дал. Ты не потеряешь душу ради серебра. Ты не погоняешься за цифрами и не растеряешь свое имя. Ты будешь управляющим, а не рабом. Ты будешь использовать изобилие, чтобы благословлять поколения. Ты восстанешь с финансами в руках и славой в голосе. Но не забывай огня. Не пренебрегай им. Ведь он сделал тебя. Страдание научило твои глаза видеть меня даже в темноте. Голод научил полагаться на мое присутствие. Борьба сняла гордыню и вложила смирение в твой дух. И теперь, когда я открываю окна небес над твоей жизнью, когда я выпускаю чудо за чудом, когда счет твой в банке начинает раздуваться внезапным прибытием, я вновь говорю: не рассказывай никому, еще не время. Потому что некоторые знали тебя только в бедности. Некоторые любили тебя лишь тогда, когда ты был ниже их. Некоторые поддерживали лишь тогда, когда у тебя ничего не было. Они не готовы увидеть новый тебя. Они не готовы смотреть, как ты поднимаешься. Поэтому сначала я возвышу тебя частным образом. Я увеличу тебя в тишине. Я посылю богатство через неожиданные каналы, контракты, клиентов, подарки, гранты, возвраты, проценты. И они этого не увидят, видишь только ты. Потому что я хочу, чтобы доверие твое оставалось во мне, а не в аплодисментах людей. Дитя мое, я делаю в тебе нечто необъяснимое. Это должно быть открыто. Это должно быть прожито. И это начинается с погребения твоей старой истории. История о том, что ты всегда отстаешь. Всегда в нужде. Всегда безденежен. Эта история кончается сейчас. Ты не связан тем, что пережила твоя семья. Ты не привязан к поколенческой схеме выживания. Я разорвал цепи. Я положил конец проклятию. И я провозглашаю над тобой: богатство идет. Говори это себе, но не говори им. Пока. Говори это в молитве. Говори это в поклонении. Говори это,
глядя на пустой кошелек и ощущая трепет веры. Но не выкрикивай. Не публикуй. Не доказывай. Просто верь. Живи этим. Жди моего сейчас, когда я публично открою его. Потому что, когда я это сделаю, никто не сможет это отрицать. Да, дитя мое, твое имя будет связано с изобилием. Тебя будут называть миллиардером не только за деньги, но и за жизни, которые ты преобразишь. Твой голос изменит нации. Твое свидетельство заставит критиков замолчать. Твое чудо заставит других снова поверить. Но прежде помни, откуда ты пришел. Помни горнило. Помни бедность. Пусть это напоминает, что благословение твое священно. Это не просто возможность, это призвание. Ты не просто получатель, ты сосуд. И богатство, которое я вылью в твою жизнь, будет не только для тебя. Оно будет для каждого сироты, каждой вдовы, каждого мечтателя, каждого строителя, которому не хватало кирпичей. Ты будешь моими руками и ногами на земле. Ты оплатишь школы, построишь дома, профинансируешь служение, накормишь бедных. Не потому, что стал миллиардером случайно, а потому, что был помазан на это. Так иди дальше, дитя мое. Доверяй. Говори только со мной. Богатство близко. Перемена происходит. Горнило твое выполнило свою работу. Ты готов к огню благосклонности. Ты готов к взрыву приумножения. Ты готов к весу богатства. Но никому пока не рассказывай. Позволь мне показать, что значит чудо. Позволь мне доказать, что я, Господь, Бог твой, не связан экономикой, границами, статистикой или возрастом. Позволь мне рассказать тебе реальную историю Светланы, 59-летней жительницы Екатеринбурга, у которой не было ничего, кроме веры, и у которой появилось богатство, потрясшее целый регион. Светлана жила на окраине Екатеринбурга, в разваливающемся бетонном доме, где зимние ветры завывали сквозь трещины окон, и надежда меркла из года в год. Ее жизнь была чередой потерь. Муж, бывший солдат, умер, когда в стране не было никакой поддержки для вдов. Сын, единственный ребенок, уехал в Москву и не вернулся. Одиночество пожирало ее изнутри. Банковский счет давно иссяк, долги лежали на столе, конверты, которые она боялась открыть. Каждый день она ела вареный картофель, потому что больше ничего не могла себе позволить. Она продавала старую одежду на рынках, чтобы выжить. У нее не было работы. Никакого образования. Никакого будущего. И, по мнению мира, ни малейшего шанса. Но у нее был я. Каждое утро она шептала: «Боже, помоги мне». Голос ее был слаб, тело изможденным, но вера железной. Она держала на столе ветхую Библию, переданную от бабушки, и говорила: «Боже, я знаю, что Ты видишь меня. Не дай мне умереть бедной. Не дай уйти из этого мира ни с чем. Пошли мне чудо». Я услышал ее. Даже в холоде. Даже в ее молчании. Чудо началось морозным утром в январе. Она проснулась с тихим, непоколебимым голосом в духе: «Иди на почту». Это не имело ни малейшего смысла. Месяцами она не получала писем. Она ни на что не ожидала. 3 дня она не выходила из квартиры. Но она послушалась. Она пошла. На почте служащий удивленно посмотрел на нее. «Мы пытались до вас дозвониться», — сказал он. «У вас посылка и письмо». Руки Светланы дрожали, когда она открыла конверт.
Внутри было уведомление из какого-то бюрократического отдела о забытом наследственном имуществе. Там говорилось, что она была объявлена единственной наследницей. Ее челюсть отвисла. Она не слышала от дяди 30 лет. У него не было ни жены, ни детей, ни наследников. Он уехал на Дальний Восток много лет назад. Она даже не знала, жив ли он еще. Но он умер. И оставил все ей. Небольшую квартиру во Владивостоке. Счет с 12 миллионами рублей. Сейф с золотыми монетами и облигациями, отложенными еще с советских времен. И записку для единственной, кто когда-либо молилась обо мне. «Дитя мое, это не совпадение. Это моя рука. Видишь, Светлана не манипулировала, не хитрила и не строила схемы. Она верила. Доверяла мне в своей пепелище. И когда настало время, я устроил ее чудо, не через ее труд, не через планы, не через людей, а через божественную организацию, которую никто не смог бы запланировать. Я открыл книги небес, переставил судьбы, вынес скрытое богатство на поверхность. Потому что она просила, и верила, и ждала. В тот день Светлана плакала не из-за денег, а потому, что чувствовала себя забытой миром, а я показал ей, что она всегда была под моим взором. Она потратила часть денег на ремонт дома, купила новые вещи впервые за 12 лет, покупала теплую еду и чистое белье. А затем, в акте святой благодарности, она отдала десятину своей церкви и 20% благотворительной организации, помогающей престарелым женщинам по всей России. Теперь она каждый день готовит для других, улыбается, смеется, свидетельствует. И когда ее спрашивают, как это произошло, она кладет руку на сердце и говорит: «Это был Бог». И знаешь, что еще, дитя мое? Она никому не рассказывала о сне, который приснился ей накануне похода на почту. Во сне она видела золотой ключ в своих руках и голос, говорящий: «Пока никому не рассказывай. Просто иди». Она пошла. И я открыл дверь ее финансового чуда. Так слушай меня внимательно. Я могу использовать наследство. Я могу использовать забытый документ. Я могу использовать почту. Я могу использовать прах советской истории. Я могу использовать все, что угодно, чтобы дать тебе деньги. Мне не нужно чье-то разрешение. Мне не нужен консенсус. Мне нужна твоя вера. Мне нужно твое послушание. И до тех пор, пока все не проявится в полной мере, пока не придет письмо, не позвонят, не откроется хранилище, не рассказывай никому. Жди в тишине. Жди с доверием. Тот же Бог, который поднял Светлану из унижения, стоит с тобой сейчас. Наблюдает. Слушает. Готовит чудо, которое разрушит любые преграды. И когда оно придет, ты не сможешь это объяснить. Ты сможешь лишь сказать: «Это были деньги Бога». Я не выбрал тебя случайно. Ты не был выбран из толпы по прихоти. Путь, по которому ты идешь, это преображение, которое тихо пускает корни в твоей душе, это божественное призвание. Ты избранный мой. Тебе предназначено не просто сводить концы с концами, а стать носителем изобилия, раздатчиком чудес, живым доказательством, на что способна вера. Но путь, который я выбрал для тебя, не путь шума. Не дорога фанфар и мгновенных оваций. Это путь сокровенного, путь тех, кому доверяются чудеса прежде, чем они станут видимы миру. Я веду тебя через тот же образец, что использовал от начала времен, призову избранных в тишине, испытаю их в невидимости, а затем возвышу в славе. Ты идешь тем же путем, дитя мое. И хотя пока это может быть незаметно, ты ближе, чем думаешь, к деньгам,
приумножению, к богатству, которое я отложил для тебя. В этот сезон что-то священное. Тебя держали на низкой ноте не для того, чтобы стыдить, а чтобы защитить то, что я строю внутри тебя. Ты видел, как другие росли, пока ты стоял на месте. Ты спрашивал, почему не я, Боже? Почему не сейчас? И я отвечал шепотом, потому что я не просто благословляю тебя, я строю тебя. Знаешь ли ты, что значит не быть искушенным богатством, когда оно приходит? Понимаешь ли тяжесть доверия деньгам, которые кормят не только тебя, но и целые города? Осознаешь ли ты, что значит, когда счет твой переполняется, не чтобы погасить долги, а чтобы списывать долги других? Вот для чего я готовлю тебя. Я не задерживал тебя, я развивал тебя. Эта дорога, полная напряжения и слез, не наказание, а пророчество, разворачивающееся. Теперь ты это чувствуешь, не так ли? То внутреннее ощущение, что что-то меняется. Что воздух вокруг твоей жизни дрожит от божественного движения. Что твои молитвы, когда-то хрупкие шепоты, теперь громогласно звучат в небесах. Это потому, что настал назначенный час. Цикл ожидания поворачивается. Жатва приближается. Чудо спускается. Но мне нужно, чтобы ты держал рот на замке. Не потому, что ты не веришь, а потому, что веришь. И потому, что это богатство, которое я посылаю, священно. Потому что враг всегда нападает на слово прежде, чем оно станет плотью. Потому что люди попытаются выкопать семя, если ты заговоришь преждевременно. И еще не время. Храни его в сердце, как сокровище. Охраняй его, как обетование, исходящее с трона небес, ведь именно это оно и есть. Эти деньги придут не только через твои усилия. Они придут через мою руку. Не через манипуляции, а через чудо. Не через лазутческие схемы, а через честь. Я вложу твое имя в уста того, кто сможет написать чек, изменивший твою жизнь. Я открою окно благосклонности, которое невозможно объяснить. Я выпущу возможность, которую ни одна степень или резюме не могли бы заслужить. Ты проснешься однажды утром и увидишь, что цифры на твоем счете изменились. Ты получишь письмо, звонок, контакт, момент настолько точный и божественно рассчитанный, что только Бог мог его устроить. Это путь избранных. Ты не гоняешься, это находит тебя. Ты не просишь, это преклоняется перед тобой. Ты не открываешь двери, я открываю их шепотом. Но я наблюдаю за тобой сейчас. Следю, как ты проходишь этот последний этап молчания. Слежу, что ты говоришь. Кому доверяешь? Потому что прежде чем я выпущу потоп, мне нужно убедиться, сможешь ли ты не треснуть, не потерять мени в изобилии. И если сможешь, приготовься. Потому что скоро не будет просто зарплаты. Это не просто финансовый комфорт. Это преображение. Это наследие навека. Это ответ на молитвы твоих дедов и бабок. Это плод, от которого питаться будут дети твоих детей. Это переворот. Я вознагражу это доверие. Ты начнешь замечать странную благосклонность в знакомых местах. Тебя найдут на работе, на которую ты не подавал заявку. Откроются двери, в которые ты не стучал. Инвесторы, наставники, связи придут не потому, что ты их искал, а потому, что я привожу их к тебе. Твой банковский счет, который был бездыханным, снова начнет дышать. Там, где ты боялся звонка из коллектора, теперь ты будешь звонить, чтобы расплатиться по тому, что другие называли невозможным. И пока я это делаю, я не просто добавляю к твоей жизни, я меняю то, как ты ходишь. Ты будешь идти с властью.
Ты будешь идти в мире. Ты будешь идти как тот, кто знает, что экономика небес больше экономики земли. Это не разовое благословение. Это сдвиг. Сдвиг идентичности. Сдвиг атмосферы. Сдвиг судьбы. Ты больше не будешь жить в реакции на недостаток. Ты начнешь жить по откровению, зная, что изобилие – это не то, что ты преследуешь, это то, что ты несешь. Дитя, ты не вступаешь во что-то новое, ты вступаешь во что-то древнее. Обетование, вписанное в почву земли до твоего первого вздоха. Благословение, приготовленное для тебя до первой слезы. Завет, который нельзя разорвать, потому что он запечатан кровью моего Сына и подтвержден шепотом моего Духа. Я благословляю твои финансы, да. Но я также благословляю твой мир, твой разум, свои мечты, свои руки, свое наследие, твою способность давать, строить, сеять, поддерживать других. Итак, сейчас, при всем небесном свидетельстве, скажи это снова, не потому, что мне нужно слышать это, а потому, что тебе нужно это услышать. Я принимаю благословение. Я принимаю обетование. Я верю в чудо. Да. Вот и все. Скажи это. Поверь в это. Гуляй в этом. Потому что в тот миг, когда ты открыл сердце, в тот миг, когда ты открыл рот, в тот миг, когда ты сказал: «Господи, я доверяю Тебе», чудо началось. И оно не остановится, пока не будет завершено. Твое чудо не грядет. Оно уже здесь. Ты рожден жить в изобилии. Ты создан для богатства. Тебя напрограммировали на переполнение. Не ради жадности, не ради тщеславия, а чтобы строить, благословлять, давать, царствовать. Это не вымысел. Это не фантазия. Это мой завет с тобой. И этот момент – точный момент, когда небеса касаются земли в твоей жизни. Не сдерживай своей хвалы. Не откладывай веру. Произнеси вслух: «Я принимаю благословение. Я принимаю обетование. Я верю в чудо». Потому что благословение уже в движении. Теперь слушай. Это не просто молитва. Это я, Бог, обвиваю свой голос вокруг твоего. Это не просто ты говоришь небесам, это небеса говорят через тебя. Я здесь. Я с тобой. И я молюсь с тобой, а не просто за тебя. Так что открой рот, открой душу и скажи эти слова вместе со мной. Я, Господь, Бог твой, здесь с тобой сейчас. Прямо здесь. Прямо сейчас. В твоей комнате. В твоих слезах. В твоей боли. В твоей нужде. Я вижу пустоту в твоих руках. Я вижу страх в твоих глазах. Я вижу ноль в твоем банковском счете, красный цвет в твоем учете, неоткрытые конверты с угрозами. Но я, твой Отец, говорю: ты не утонешь. Ты не потонешь. Ты не будешь просить хлеба. Потому что я тот, кто владеет серебром и золотом. Я тот, кто рассекает море и умножает масло. Я тот, кто обеспечивает. И сейчас я приглашаю тебя помолиться этим со мной, дитя. Не одному. Никогда не одному. Я здесь. Боже, я принимаю то, что Ты творишь прямо сейчас. Я принимаю Твое чудо. Не потому, что я это заслужил. Не потому, что я это понимаю. А потому, что я Твое дитя. Потому что Ты избрал меня благословлять, даже вопреки каждой лжи, что учила меня, будто я недостоин. Боже, я говорю «да».
да изобилию, да богатству, да неожиданным деньгам, втекающим в мои руки, в мой банковский счет, во все области моей жизни, которые были сухи и запустели. Разорви цепи, отмени долги, устрань голос страха. Ты недалекий Бог, ты не молчаливый Бог. Ты здесь, и ты говоришь надо мной сейчас: «Дитя, твое чудо уже здесь». И теперь я провозглашаю: деньги придут, счета будут оплачены, долги исчезнут, возможности появятся, богатство возрастет. И я буду ходить во всей полноте своего чуда, начиная сегодня. Спасибо за этот момент. Спасибо за молитву со мной. Спасибо, что ты мой Отец, мой Источник, мой Творец чудес. Я верю. Я принимаю. И я отдыхаю в Тебе. Во имя Иисуса и во непоколебимой силе небес. Аминь. И теперь, мое возлюбленное дитя, пришло время запечатлеть этот божественный момент. Это святая встреча между твоим сердцем и моим, между твоим голодом и моим изобилием, между твоим воплем и моим ответом. Ты не просто слушал, ты вошел. Ты ступил через духовную дверь. Ты прошел от страха к вере, от бедности к обетованию, от ожидания к богатству, от отчаяния в объятия Бога, который никогда не оставлял тебя. Я видел твой банковский счет, но еще важнее, я видел твое сердце. Я слышал твою молитву. Я сосчитал твои слезы. И я провозгласил с моего трона: твое чудо уже здесь. Я не только произношу это в твою жизнь. Я сажаю это. Я строю это. Я дышу на это. И теперь, идя вперед, знай, неожиданные деньги, которые появятся в твоих руках, не случайность, а завет. Это не случайное событие, а результат столкновения твоего послушания и моей милости в божественном времени. Наблюдай за своими финансами. Наблюдай за долгами. Наблюдай за своими счетами, как они начнут склоняться под тяжестью моего благословения. Каждая дверь, которая раньше тебе была закрыта, теперь дрожит, потому что у меня есть ключи. Каждая потолочная преграда, ограничивавшая твое изобилие, трескается, потому что я поднимаю тебя выше. Тот же Бог, который умножал масло, который доставал монету из рыбы, который кормил тысячи, та же сила действует в твоей жизни. Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Это не конец видео, это начало твоего нового сезона. Не бойся, когда начнутся резкие перемены. Не сомневайся, когда деньги начнут поступать из неожиданных источников. Не отступай, когда повышение найдет тебя, когда возможности постучат, когда восстановление придет в твой банковский счет, твой дом, твое наследие. Я сказал, и мое слово не вернется ко мне пустым. Я приведу его в исполнение. Ты больше не жертва, не покупок. Ты сосуд изобилия. Ты больше не утопленник в счетах, ты будешь погашать долги других. Ты больше не плакал о потере, ты ликуешь над восстановлением. Иди вперед с поднятой головой, потому что я иду рядом. Доверяй мне, даже когда еще не видишь. Хвали меня, даже когда проявление еще движется к тебе. Потому что оно движется быстрее, чем ты. Облегчение. Не за роскошь, а за преображение. И вот почему ты избран. Вот почему ты помечен. Потому что когда другие взывали о вещах, ты взывал о моем присутствии. Когда другие стремились к выгоду, ты стремился к моим обетованиям. И теперь я не удержу свою руку от тебе. Божественные благословения, что собираются обрушиться на твою жизнь, не случайны. Они назначены. На них написано твое имя.
Есть чудеса, которые встретят тебя точно в указанные часы. Есть двери, которые не открывались годами, но распахнутся в следующем сезоне, потому что ключи держу я. Есть незнакомцы, которых я поставил, чтобы они благословили тебя. Есть системы, которые я склоняю в твою пользу. Есть гранты, возвраты, компенсации, наследство, возвращение и скрытые сокровища, ожидающие моего приказа быть отданными тебе. Я обещал сделать тебя главою, а не хвостом. Обещал, что ты будешь давать, а не брать в долг. Обещал благословить плоды рук твоих и умножить плоды труда твоего. Обещал открыть окна небес и вылить благословение, которого не поместишь. И я не лгу. Что я сказал, то исполню. То, что провозгласил, то осуществлю. Но ты должен помнить ритм небес. Я действую в тишине, прежде чем откроюсь видимым. Я действую в неподвижности, прежде чем возвестить проявлением. Масло начало литься с того момента, как ты послушался, а не с того, как тебя увидели. Так не говори никому пока. Охраняй то, что делаю. Защищай, что строю. Держи губы запертыми, дух открытым. Потому что изобилие, которое я вверяю в твои руки, не для показухи, а для цели. Не думай, что я даю тебе деньги только для комфорта. Я даю тебе деньги для миссии. Я выпускаю богатство, чтобы строить приюты, освобождать угнетенных, исцелять сломленных, строить дома, кормить деревни, поднимать твою семью из многолетнего труда. Я проливаю финансовые чудеса, которые заговорят громче любых слов. Это благословение не для тебя одного. Оно через тебя. Ты не просто получатель, ты раздатчик. И вот почему я выбрал тебя. Мои обещания верны. Завет мой вечен. И я говорю тебе теперь, все, что враг у тебя украл, я возвращу с процентами. Потерянное время искуплю. Честь, которую отняли у твоего имени, восстановлю сполна. Ты поднимешься не как выживший, а как символ. Не как должник, а как благословитель. Не как борец, а как образец изобилия, чуда и божественной власти. Твой банковский счет засвидетельствует слово мое. Твой дом станет убежищем изобилия. Ты больше не будешь считать монеты, будешь считать семена. Ты не будешь экономить, будешь отдавать. Твой бумажник не будет плакать, он будет поклоняться. И когда люди увидят тебя, спросят, как это произошло. Ты скажешь, это были деньги Бога. Это было Его обещание. Это была Его рука. Но слушай, дитя мое, это свято. И святое должно быть скрыто, прежде чем явится. Так снова говорю, не рассказывай никому. Ни сейчас. Ни пока. Позволь мне закончить то, что начал. Позволь мне завершить историю. Позволь плодам созреть, прежде чем раскрыть корень. Потому что когда я, наконец, открою тебя миру, никто не сможет отрицать, что это я, Господь, Бог твой, обратил твою историю. Божественное благословение уже в движении. Обещание живет в твоем духе. Богатство идет. Деньги переводятся. Чудо формируется. Но твое молчание – часть послушания. Так держи его еще немного. Доверяй мне глубже. Стой крепче. Ты не тот, кем был. Ты не то, что они говорили. Ты не то, что потерял. Ты тот, кого я призвал, кого я покрыл, кого нынче короную. Иди смело, тихо и верно, пока обетование не предстанет перед тобой и не заговорит само за себя.
И в тот день, когда твои финансы переполнятся, когда твои слезы обратятся в хвалу, когда имена твои будут шепотом произноситься в залах почета и благосклонности, помни, что я говорил, потому что они увидят славу. Они ощутят перемену. Они узнают, без единого твоего слова, что это сделал Бог. Мое возлюбленное дитя, ты, кто прошел через сухие места, кто плакал там, где никто не видел, кто стоял перед пустыми счетами, долгами и тяжестью задолженностей, но все же шептал: «Боже, я доверяю Тебе, я слышал Тебя». Я видел Твою веру. Я наблюдал, как Твое доверие росло за пределами Твоего понимания. И теперь давай помолимся вместе, не как нищий к царю, а как дитя к отцу, сердце к божественной власти, вера к чуду. Давай помолимся. Отец, благодарю Тебя за этого человека, который не отвернулся, когда нужда задержалась. Благодарю Тебя за их тихое послушание, за слезы, ставшие семенем, за поклонение, превзошедшие заботы. Благословляю их сейчас не временным облегчением, а изобилием. Деньгами, потоком чудес, а не манипуляций. Богатством, дарованным небесной рукой, а не трудом человека. Господи, открой хранилища. Пусть небесные хранилища распахнутся над их жизнью. Пусть скрытые ресурсы явятся. Пусть утерянные наследства найдут путь. Пусть сверхъестественные финансы перейдут в их руки. Пусть счет их банка отражает славу Твоего водительства. Пусть их бумажник станет колодцем, что никогда не иссякнет. Пусть имя их получит благосклонность в местах, куда они никогда не входили. Но, Отче, когда Ты благословляешь их, храни их в смирении. Научи их в силе тишины. Научи их охранять то, что Ты даешь. Научи их ходить в послушание, даже когда цифры начнут меняться. Пусть их уста молчат до назначенного часа. Пусть сердце их жаждут только Твоего присутствия, а не аплодисментов людей. А дитя мое, скажи со мной сейчас: я принимаю благословение. Я принимаю деньги. Я принимаю богатство. Но я не буду хвастаться. Я не раскрою. Я не заговорю, пока ты не скажешь, что время пришло. Потому что это не благословение человека, это деньги Бога. Я помазаю руки их мудростью. Я помазаю умы их видением. Я помазаю дух их слышать Тебя в каждой сделке. И покрываю их божественной защитой от зависти, от саботажа, от преждевременного разоблачения. Потому что то, что я даю, свято. Это для их дома. Это для поколений. Это для бедных. Это для царства. И когда придет нужный момент, я скажу им, что говорить. Но до тех пор никому. Ходи со мною. Жди со мною. Поклоняйся, пока окна открываются. Ибо чудо уже началось. Деньги уже в пути. Богатство движется. И я с тобой даже сейчас. Аминь. Теперь время приближается. Ты прошел долгий путь, возлюбленный. Ты выстоял в сезон молчания, прошел пустыню бедности и стоял под гнетом безответных вопросов, когда душа твоя продолжала тянуться вверх, надеяться, верить. Ты стоял твердо, когда счет твой в банке насмехался над твоей верой, когда долги росли горами, когда счета приходили бурями, и все же ты держался обещания. Все же верил, что деньги могут прийти чудом, что богатство может родиться из веры, и что присутствие Божие сильнее отсутствия обеспеченности. И вот награда твоя здесь. Не потому, что ты боролся сильнее, а потому, что ждал терпеливо. Не потому, что ты кричал громче, а потому, что слушал глубже. Я, Господь, Бог твой, не только услышал твой вопль, я ответил божественным движением,
стратегическим освобождением и небесным преображением. То изобилие, о котором ты молился, то финансовое чудо, которого ты жаждал, тот прорыв, о котором ты шептал в тишине, оно уже разворачивается. И еще не сейчас. Пока благословение еще укореняется. Пока масло еще течет за закрытыми дверями. Видишь ли, то, что я делаю в тебе, не для зрелищ, не для оваций, а для славы моей. И я не поделюсь славой моей с гордостью, не дам богатству в твоих руках стать оружием в устах тех, кому не дано его нести. Я доверил тебе эти деньги, потому что испытал твое сердце. Я видел, как ты отвечал, когда у тебя почти ничего не было. Я видел, как ты отдавал, когда колени твои дрожали под давлением. Поэтому это изобилие твое не за идеальность, а за верность. Это более чем завершение. Это новое начало. Ты входишь в жизнь, где больше не боишься начала месяца. Ты шагаешь в сезон, где выписывать чеки, чтобы помочь другому, будет радостью, а не бременем. Ты будешь сеять с щедростью. Ты будешь давать без забот. Ты будешь благословлять с уверенностью. Потому что теперь ты понимаешь, дело не только в деньгах, дело в миссии. Многие удивятся. Они будут пытаться понять, как ты перешел от выживания к жизни в изобилии. Они исследуют твою историю, изучат шаги, попытаются объяснить твой взлет. Но не найдут ответа в стратегиях или бизнес-планах. Потому что то, что я делаю в тебе, нельзя воспроизвести. Это божественно. Это суверенно. Это отпечаток небес. И никто не сможет приписать себе то, что сделал я. Настанет день, когда я открою тебя. Когда произнесут твое имя в залах, куда ты не входил, в сердцах, которые ты не знал. Но даже тогда, когда придет сцена, когда зажжется свет, помни тишину, что породило чудо. Не забывай тайное место. Не забывай слезы на полу. Не забывай, как твои пустые руки наполнились не случайно, а моим водительством. Теперь иди, дитя мое. Живи не только в богатстве, но и в мудрости. Даешь не только из кошелька, но и из поклонения. Веди не только из позиции, но и из присутствия. И продолжай идти в тишине, пока я не призову тебя говорить. Ты благословен. Ты покрыт. Ты избран. Тебе доверяют. И да, ты богат. Но пока никому не рассказывай. Прежде чем пойдешь, прежде чем шагнешь в остаток своего дня, я приглашаю тебя сделать нечто святое. Нечто простое, но священное. Этот момент, который мы разделили, это не просто сообщение. Это божественная встреча. И теперь я хочу запечатлеть ее благословением, в котором есть твое имя. Не общее слово, не отдаленное эхо, а конкретное личное, посланное с небес благословение, которое коснется твоей жизни по имени. Итак, сейчас я прошу, напиши свое имя в комментариях ниже. Просто имя. Как знак веры. Как акт послушания. Как провозглашение «Я принимаю это». Это слово для меня. Это чудо для моего дома. Потому что я, Господь, Бог твой, вижу каждое имя. И отвечаю. Как только появится твое имя, я освобожу специальное благословение, созданное для твоей ситуации, наполненное водительством, залитое божественной властью, отпечатанное чудом и доставленное силой. Напиши его сейчас. Шепни его, когда будешь писать. Пусть небеса увидят его восход. Пусть благословение начнется. Храни сейфы открытыми. Окна небес изливаются. Твое имя
в списке. И скоро твой счет отразит то, что уже знает твой дух, деньги Бога идут. Но пока просто прими это и напиши свое имя.